Всем привет, меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик. Изоляция и меня, и вас, конечно же, утомила. Я борюсь с ней сегодня за городом, но это не помешает мне записать новый выпуск сектора джаза. И наша сегодняшняя тема — нотация ритм-секции. Начнем с основного. В состав ритм-секции входят рояль, клавиши, бас, барабаны, ритм-гитара, соло-гитара. И знатоки, внимание, вопрос. Давайте попробуем расположить эти 6 инструментов в партитуре снизу вверх. Поехали. Итак, правильный ответ будет следующий. Барабаны, бас, рояль, клавишные, абсолютно любые, родос, орган, ритм-гитара, соло-гитара. Именно в таком порядке в современной музыке записывается ритм-секция. И она в партитуре всегда находится в самом низу. То есть, если вы нотируете джазовый биг-бенд, то эти инструменты будут находиться в самом низу как основа. Начнем с самого низа, нотация барабанов. Мы можем выделить два типа нотации. Это нотация с помощью нот и второе — нотация с помощью слэшей и ритма. Давайте разберем оба типа нотации для начала на примере партии барабанов. У многих бывают проблемы с нотацией барабанов, потому что сложно запомнить, где какой барабан находится. На самом деле все предельно просто. Мы берем пятистрочную нотную линейку и внизу, либо на первой строчке, либо над ней, мы расположим большой барабан или бочку. Над третьей строчкой мы расположим малый барабан. Большие тома напольные расположатся между малым барабаном и бочкой, то есть либо на второй линейке, либо над второй. Навесные тома расположатся, или томы, навесные тома расположатся на четвертой и над четвертой линейкой соответственно. Тарелки нотируются следующим образом. Хай-хет пишется крестиком на пятой линейке. Райт пишется точно так же крестиком над пятой линейкой. И крэш пишется на первой добавочной наверху. Это основное, что нужно знать в нотации барабанов. Но когда мы говорим о музыке эстрадной и джазовой, наша задача стараться избегать большого количества нотных символов. И здесь нам приходит на помощь нотация в виде слэшей. Что такое нотация в виде слэшей? Представим, что перед барабанщиком стоят ноты и написан стиль, например, медиум свинг или босса-нова или самбо. То есть стили музыки, которые уже устоялись, и в этих стилях музыки вам не нужно выписывать барабанщику конкретную партию. И если вы поставите опытному барабанщику композицию в стиле свинг, и у него будет написано нотами, он вас, конечно же, убьет или пошлет куда подальше, или рассмеется. Каким образом мы поступаем в данном случае? В данном случае мы должны в аранжировке показывать барабанщику, чем он играет, то есть палочками или щетками. Мы должны ему показывать динамику, мы должны ему показывать тутинные места и заполнение. Как это нотируется с помощью слэшей? Слэши показывают, что музыкант просто существует, играет основной рисунок, держит время. Как только над слэшами или внутри такта появляются ритмические обозначения, это дает ему сигнал о том, что он должен эти ритмические обозначения обыграть. Он не обязательно должен сыграть их точно, он может сыграть что-то вокруг них, если он хорошо знает этот стиль. И также у барабанщика вы можете увидеть в партии такие словечки, как fill и break.
Однажды я увидел у Гордона Гудвина Big Fat Band в партитуре, в партии барабанов и слово «фил», и слово «брейк». До этого я не видел такого нигде. И прослушав трек, я понял, в чем сакральная разница для него. Когда мы пишем слово «фил», это значит, что барабанщик должен это место просто заполнить. Заполнить чем-то, скорее сыграть вкусно, чем много. А если же мы напишем ему словечко «брейк», это значит, что он должен в отведенный ему полтакта, такт или 2 такта выдать все, что он выучил за последний год. В этом большая разница между словом «фил» и словом «брейк». Лично я стараюсь избегать нотации барабанов нотами, но я делаю это в одном конкретном случае, если мне нужно написать аранжировку в стиле фанк, поп или рок. Для этого я должен написать основной рисунок однотактовый или двухтактовый, а после него я смогу в партии барабанов поставить знак повтора, и тем самым у барабанщика не будет лишних нот и лишней мелочи, он увидит первый рисунок и дальше будет его держать или повторять. Вот и все. Нотация баса. С ней все еще проще, чем с барабанами. Опять же, старайтесь избегать нотной записи. Пишем ноты только в тот момент, когда они нам реально нужны. С партией баса и вообще с басовыми инструментами есть одна хитрость. Они записываются октавой выше, чем звучат. То есть на 4-струнном басу или на контрабасе нижняя нота по написанию будет ми большой октавы, а реально будет звучать ми контроктавы. Соответственно, на басу 5-струнном у вас нижняя нота по записи может быть си контроктавы, соответственно, звучать будет си субконтроктавы. Это основная хитрость. Она сделана для чего? Для того, чтобы не было огромного количества лишних линеечек на нотном стане. Если мы нотируем партию, например, в стиле свинг, мы можем обойтись цифровкой. И в данном случае у нас два варианта того, как басист существует. Он играет партию в основном половинками или четвертями. Для обозначения игры партии половинками используются два варианта записи. Либо пишется словечко half, либо пишется словечко in 2, точнее это два слова. Либо же мы показываем, что начало партии половинками, а дальше пишем, например, итальянское слово simile. Второй вариант, когда басист должен играть партию четвертями. В данном случае два варианта. Либо написать walking, что значит шагающий, либо написать in 4, то есть играть четвертями. Конечно же, слова half и walking чуть более профессиональные, но вариант in 2, in 4 я тоже встречал в своей жизни. Следующий вариант. Например, мы должны написать басисту партию в стиле босса-нова или же самбо. Мы можем написать все в виде цифровки и слэшей и оставить все на его мастерство и на его знание стиля. Но если мы чуть-чуть ему не доверяем, мы можем написать, например, первые 2 или 4 такта, и это даст басисту понимание, как аранжировщик хочет слышать партию баса. Потому что у нас даже в латиноамериканской музыке есть разные варианты. Например, такие, или такие, или такие. На тему записи клавишных и гитар все абсолютно то же самое. Если вы хотите, чтобы вам сыграли что-то конкретное, пишите нотами. Если нет, указывайте стиль, пишите цифровку, иногда ее подкрепляйте ритмом, где надо, и оставляйте все на откуп музыкантам. Теперь посмотрим, как это выглядит на практике. Сейчас зазвучит трек и появится партитура песни Севды Саттаровой, и вы сможете увидеть и услышать, как обозначения в партитуре меняют звучание ритм-секции. Поехали!
Посмотрите, как меняется звучание, когда у барабанщика появляется в нотах слово «стикс», как меняется, когда он снова берет щетки, как меняется партия баса. И обратите внимание на то, что в данном случае все ритмические тутти звучат вместе. И это очень просто нотировать. Зачастую, написав партию баса в виде цифровки и ритма, вы можете просто скопировать и вставить в партию рояля. Кстати говоря, если вам интересно базовое владение нотным редактором в финале, я могу уделить этому отдельное занятие. Если это так, пишите плюсик в комментариях или просто пишите «даешь финал». С вами был Дима Семенищев из Сектора Джаза. Увидимся через неделю. Всем пока!